сломал левую руку. Именно поэтому я решил поиграть в доту. Как-то попали по глазу, он у меня бордовый полностью стал. В итоге я больше не ходил на рукопашный бой. Ну, закончил нормально. Всем привет, ребят! Меня зовут Дима Рекрент, и сегодня мы попутешествуем по различным городам, в которых я жил, их 3. Для этого у нас открыты Google карты. Постараемся посетить различные значимые для меня места, школу, в которой я учился, университет, различные секции. В сети не очень много информации обо мне, так что, надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Я родился в Кургане в 1997 году и прожил там 7 лет. И потом мы вместе с родителями и сестрой переехали в Москву. Сейчас покажу вам этот город. Он достаточно большой, находится за Уральскими горами, недалеко от Казахстана, кстати. Население у него около 300 тысяч человек. Вот, я нашел его на карте еле-еле, потому что он не супер большой все-таки. Точно не помню, где мы жили, но мне запомнилось 2 места. Это парк. Сейчас я даже в поиске, наверное, напишу просто. Да, это парк ЦПКИО. Центральный парк культуры и отдыха. Мы там довольно часто гуляли. И еще одно место мне очень хорошо запомнилось, это площадь Ленина. У нас как раз квартира где-то недалеко от нее была. И я помню, что я когда маленький был... Так, сейчас я человечка этого закину. Промахнулся, прикинь. Я когда маленький был, я любил карабкаться вот по вот этим штуковинам, наверх вот туда залезал. И тут еще какой-то торговый центр был недалеко с крутой пиццерией, там супергерои были, вот ты подходишь, там, в общем, манекены в супергеройских костюмах. Но я сейчас уже не вспомню, где это было. Можете в комментариях написать, вдруг кто-то из Кургана есть. Ну и, как я уже говорил, в возрасте 7 лет мы с семьей переехали в Москву. И сейчас покажу, куда мы переехали, в какую я школу ходил и так далее. Переехали мы, собственно, вот сюда, Средняя Переяславская, дом 2. Я бы, кстати, не вспомнил, я так уже чисто по картам нашел. Это было несложно, потому что соседнее здание — это как раз школа, в которой я учился до 7 класса. Было очень удобно, вот здесь забор, и в нем была дырка, и я просто мог через этот забор перейти и, собственно, в школу попасть. Очень близко жил. Потом у меня уже такого не будет. Я до школы, до следующей буду добираться больше часа. Вот. Но первые 6 лет обучения мне повезло. За зданием у нас была художественная школа, ее я тоже посещал. Рисовать я так и не научился, и лепить тоже. Там у нас совмещенные прям были. Сначала лепили что-то из глины, потом шли рисовать. Не знаю, помогает мне это как-то в жизни или нет. Скорее нет, потому что навык вообще не сохранился. За мной мама постоянно картины дорисовывала. У меня не очень получалось. Особенно я помню, конь у меня вот вообще не получился. Школа была с углубленным изучением английского языка, насколько я помню. Все это возле проспекта Мира, который вы, наверное, знаете, если тоже в Москве живете. И совсем неподалеку была музыкальная школа. Где только? Да, ребят, нашел музыкальную школу, не с первого раза, потому что она на карте вообще никак не подписана, пока ты на здание не нажмешь, видимо, она настолько маленькая или что. Музыкальная школа имени Осипова, тоже здесь, прямо вот через дорогу, можно сказать, пройти, там буквально 5-10 минут добираться было от дома. Закончил класс гитары, если кто не в курсе. Я на стримах не особо играл, один раз, по-моему, играл что-то. Так, что, еще есть время? На гитаре пока поиграю, все. Лови, Димон. И общее фортепиано у меня еще было. От хора меня освободили в 3 классе, потому что у меня голос ломаться начал. Но я пошел не совсем в малом возрасте. Обычно там те, кто фортепиано занимается или скрипкой, они там в 5 лет начинают. Я, по-моему, начал в 3 или в 4 классе школы заниматься. Вот, ну, закончил нормально. Все 5 были, но сольфеджио я бы на 5 не сдал, но я приболел, и мне автоматом 5 поставили. То есть в итоге я на отлично закончил, но мне кажется, сольфеджио я бы на 5 не потянул, конечно, если бы меня не освободили, так сказать, от экзамена. Так, смотрите, если от дома, где я жил, и от школы немножко по проспекту Мира опуститься, мы так с ребятами иногда прогуливались. Вот до этого Мака мы прогуливались иногда после уроков покушать. Вот, и прямо здесь же
чуть ли не в соседнем здании. Тоже какая-то секция была. Я там ходил на рукопашный бой. У нас инструктор был прям такой богатырь. Онучи носил, борода была у него. Вот, и мне в спарринге как-то попали по глазу. Он у меня бордовый полностью стал. В итоге я больше не ходил на рукопашный бой. Так, и сейчас немножко карту отдалю. Во, вот здесь Олимпийский. Ну, все, наверное, знают, что это. Что за раскопки тут? А что он весь раскопанный какой-то? В общем, в Олимпийский тоже ходил, плаванием занимался где-то 3 года, и потом еще на спортивную гимнастику ходил, тоже года 2. В общем, да, тоже все это было недалеко. И сразу стоит сказать, что вообще в Москве мы жили далеко не в одной квартире, где-то 5-6 раз мы переезжали. Так, вкратце покажу, где мы еще жили. Возле Олимпийского, как раз на Олимпийском проспекте. Вот здесь. Тут еще церковь как раз армянская какая-то. Вот она прям через дорогу была, то есть в этом здании получается. Да, и здесь прям возле этого здания фестивальный парк. Очень часто там на велике катался и в баскетбол играл. Там площадка неплохая. Асфальтированная, правда, там падать вообще больно было, но там часто собирались ребята, играли какие-то даже турнирчики. Вот, но я так более на любительском уровне просто мяч бросал. Когда мне было 14 лет, я как раз закончил 6 класс. Мы с родителями приняли совместное решение о том, что я перейду в другую школу, школу получше. Вот она на карте, метро Спортивное. Чтобы вы понимали, достаточно далеко от проспекта Мира. Я каждый день по часу примерно добирался до лицея. В общем, лицей 15:35. Да, вот он, нашел его. Кстати, я пока в нем учился, он 2 года подряд или 3 года подряд становился лучшей школой Москвы. Не знаю, совпадение это или нет. Ну, в общем, да, вот в этом лицее я учился уже вплоть до окончания школы. Я бы, может, рассказал вам про какие-то интересные места рядом с лицеем, но максимум, что я делал, это съедал какой-нибудь хот-дог вот здесь или в Subway заходил и ехал домой играть в игрушки, потому что и так возвращаться было долго, заканчивались уроки во сколько? Ну, допустим, в 2, в 3, еще час до дому. Да, нужно было больше времени на тренировки. Во что я там играл вообще в этом возрасте-то? Ой, я помню, я играл в Валлоды, это мейловская World of Warcraft. Ты тоже играл, что ли? Point Blank, я помню, играл в APB Reloaded, долго играл очень, это тоже на фогейме была игрушка. У меня в ней вообще 4000 часов, по-моему, я года 2 в нее залипал. В CS я тоже, по-моему, в школьные годы играл в Go, которая... Вот так уже и не вспомнишь, я много что играл, на самом деле, я игры как перчатки менял, долго не задерживался в каких-то дисциплинах. Да, параллельно с обучением в лицее мы еще там пару раз переезжали. Я вот лично помню, что мы жили на ВДНХ, прямо возле входа, то есть очень было удобно, особенно летом. Просто сразу выходишь, у тебя вход, и можно покататься нормально на велике, на скейте. Вот, но на скейте я много не катался, потому что руку сломал. Больше на скейте я не катался. Я наехал на люк колодца, он был в тени дерева, я его не заметил, на всей скорости наехал, в общем, пролетел еще немного и сломал левую руку. Именно поэтому я решил поиграть в доту, потому что я на тот момент играл в CSGO, и у меня гипс был на левой руке, и я мизинцем никак не мог дотянуться до контрола, до шифта, то есть я не мог ни присесть, ни ходить тихо. Вот. А дота, как бы ты левую руку положил, Q, ER, все, вот так вот нажимаешь. В общем, за инвокера кастовал даже что-то. Дальше, после лицея, я поступил в МГУ на экономический факультет, на бюджет. Знаю, это любят спрашивать. Правда, из универа я ушел с 3-го курса, но это уже совсем другая история. И, собственно, МГУ находится на станции метро «Университет». Это еще дальше, чем спортивная, то есть еще дальше, чем лицей. Так, вот, ребят, экономический факультет. Там один из самых новых корпусов, наверное. Повезло, в общем, нам. У нас очень такое приятное было здание новое. Прямо напротив цирка, кстати. В цирк я не заходил, к сожалению, но каждый раз его видел, потому что я как раз вот по этой дороге шел.
и вот проходил цирк. Вот. А мы переехали с проспекта Мира на ВДНХ, это, получается, еще больше стал путь. И родители надо мной сжалились, и мы переехали поближе к университету, просто чтобы я нормально добирался, потому что пар было очень много. Я еще ходил на какие-то дополнительные курсы, у меня дополнительный был факультативный немецкий, факультатив у меня какой-то был, когнитивная экономика, что-то такое. В общем, я много занимался и домой иногда возвращался типа в 7-8 вечера. Вот, было не очень. Ну, а жили мы в каком-то вот из этих домов, как раз где-то здесь. Тут рядом был театр, ресторанчик неплохой, Андиама. Я помню, пару раз мы там были. Так вот, как я уже говорил, с 3-го курса я отчислился и какое-то время пожил в Реутове. Это вот тут вот, в Подмосковье, прямо возле МКАДа город. Там я уже один жил. До этого, кстати, жил с сестрой и ее кошкой, но это все там же возле универа было. И затем я на 1,5 года уехал в Питер. Во-первых, хотелось попробовать чего-то нового, но в основном, конечно, из-за Виолетты переехал. У нее учеба была в Питере. Меня в Москве так сильно ничего не держало. Вот. И 1,5 года мы там пожили, и я ее с собой забрал, и мы обратно в Москву вернулись. Сейчас, где мы живем, я не скажу, по понятным причинам. Про Питер много тоже не расскажу, потому что я в это время очень уже активно стримил. PUBG еще играл, там по 10-12 часов у меня были стримы, мы не особо куда-то выбирались. Разве что по Невскому проспекту иногда гуляли или какие-нибудь кинотеатры посещали. Вот там крутой кинотеатр был. Сейчас не вспомню уже, где он. Там лежачие места, это прям вот топчик, обязательно поищите, есть ли у вас такой поблизости. Очень комфортно фильмы смотреть. Сейчас я тоже не особо куда-то выбираюсь из-за ковидных ограничений, но, как мы с вами выяснили, можно путешествовать и по Google картам. Обязательно оформляйте подписку, потому что еще контент будет в ближайшее время. Мы тут много что записываем. Пока-пока. Спасибо, что досмотрели до конца.